Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео собираюсь показать вам рацион на день для похудения на калорийность примерно 1500 килокалорий. Все блюда, которые в него входят, очень простые, готовятся довольно быстро, дольше всего мы будем готовить только обед, и то на его приготовление уйдет около 15 минут. Но несмотря на свою простоту, это будет очень вкусное меню, поэтому будем с вами еще и разрушать стереотипы о том, что для того, чтобы похудеть, нужно кушать только пресную, невкусную еду, да еще и тратить много времени на готовку. Ну а перед тем, как мы начнем, я напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и проверьте, нажали ли вы на колокольчик, щоб не пропускати випуски нових відео. Ну а якщо ви з України, то я запрошую вас підписатися на мій другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. А також ще й підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал, щоб не пропустити ще більш корисних та смачних рецептів. Начнем мы, конечно же, с завтрака, но хочу напомнить, что очень важно при похудении поддерживать свой водный баланс, то есть пить достаточное количество воды в течение дня, это около 1–1,5 литров, и помимо обычной воды это может быть травяной чай без сахара. Ну а первый свой стакан воды советую выпивать сразу после пробуждения, минут за 15–30 до завтрака. Начнем готовить завтрак. Я сразу же разогреваю сковородку и пока она греется, нарезаю 100 грамм помидорок черри просто напополам. Добавляю немного масла на сковородку, так как на сковородке такого типа готовить без масла невозможно, все сразу же прилипнет и пригорит, поэтому немного масла я добавляю. Если у вас обычная сковородка с антипригарным покрытием, то некоторые блюда на ней можно готовить и вообще без масла. Ну, то количество, которое я добавила, даже менее чем 5 грамм, поэтому не вижу в этом ничего страшного. 100 грамм грибов я обжарила вместе с томатами в течение нескольких минут до их готовности, после чего добавила одно перемешанное яйцо и теперь их обжариваю буквально полминуты уже вместе, пока не схватится яйцо. Получился вот такой вот быстрый скрэмбл с овощами. Добавляю в конце немного соли. И хоть выглядит это блюдо не супер красиво, но для меня это очень вкусный вариант завтрака. И при этом, что он быстро у нас готовится. Дополняем свежей зеленью, у меня это шпинат. И также отрезаем один ломтик хлеба весом примерно 30 грамм. Добавляем немножко сливочного масла и 15 грамм тонко нарезанного сыра. Вот такой вкусный и полезный завтрак у нас сегодня получился. Далее у нас по плану перекус. Лично мне удобнее, чтобы было всего в течение дня 4 приема пищи с одним перекусом. Но если вам больше нравится, когда перекуса у вас 2, один после завтрака, второй после обеда, вы можете те продукты, которые у нас прописаны в этот прием пищи, просто разделить пополам и съесть, соответственно, в 2 подхода, после завтрака или после обеда. Или наоборот, если вам больше нравится питаться 3 раза в день вообще без перекусов, то эти продукты вы просто съедаете в дополнение к завтраку, либо же к обеду. Ну, желательно, конечно, в первой половине дня. А конкретнее на перекус у нас будет 300 грамм фруктов. В моем случае это пополам мандарины и одно яблоко. Мандарин примерно на 200 грамм и яблоко в чищенном виде получилось 100 грамм в виде мякоти. Но в дополнение к фруктам 25 грамм черного шоколада. Черный шоколад тот, у которого содержание какао минимум 80%. Сегодняшний рацион – это меню одного из дней из моей новой программы питания, которая называется «Для нее». Она также есть в комбинированном варианте для пар, то есть для мужчины и для женщины вместе, и отдельно есть еще и мужская версия. Это меню на 14 дней, калорийность его в диапазоне от 1400 до 1500 килокалорий, и в нем довольно много вкусных и простых рецептов, но при этом еще и есть альтернативный вариант, как вы можете упростить то или иное блюдо на случай, если у вас нет времени на готовку. Приобрести мои рационы для похудения вы всегда можете на моем сайте olyapins.com. Кому интересно, оставляю для вас в описании под видео ссылочку на него. Ну а теперь начнем готовить обед. Здесь у меня 120 грамм куриного филе, его необходимо нарезать маленькими тонкими кусочками. Также понадобится 1 либо 2 зубчика чеснока, которые я мелко нарезаю.
Разогреваю сковородку, также добавляю немного масла и сначала обжариваю чеснок. Буквально полминуты, огонь делаю не максимальный, так как чеснок тогда быстро пригорит. Добавляю курочку и готовлю на среднем огне до золотистой корочки. Тем временем ставлю кастрюльку с водой, сразу добавляю немного соли. И пока у меня закипает вода, курочка уже практически готова. Добавила немного соли к ней в конце. Также добавляю сейчас 40 мл сливок 10% жирности. Убавляю огонь на минимум и оставляю так минут на 5. Вода закипела, и я добавляю в нее 70 грамм макарон из твердых сортов пшеницы, либо же можно использовать цельнозерновые макароны. После того, как они сварятся до готовности, добавляем их к курочке в сливочном соусе. Перемешиваем, и на этом наше блюдо готово. Ну а сверху добавляю 15 грамм тертого сыра. Также, конечно же, наше блюдо лучше дополнить овощами, чтобы было в нем больше клетчатки. У меня в этот раз это снова томаты черри, так как других овощей у меня в этот день дома больше не было. Посыпаем также немного зеленью, и на этом наш обед готов. Очень вкусный, сбалансированный и сытный. Но на ужин приготовим салатик. Для него нам понадобится половинка одного среднего авокадо. Разрезаем его пополам и нарезаем кубиками. Чуть позже расскажу, чем можно заменить его, если у вас нет авокадо или вы его не любите. Также тут у нас снова томаты черри, их разрезаю пополам. Их тут 150 грамм. Для заправки беру 1 столовую ложку оливкового масла, немножко соли, пол чайной ложки меда и пол чайной ложки горчицы. Хорошенько перемешиваю, так как соус получается довольно вязкий, можно добавить немного воды, буквально 1 чайную ложку, тогда он будет удобнее в использовании, так как лучше распределится по овощам. Для основы салата беру зелень, здесь у меня смесь зелени, в основном тут руккола. Добавляю сверху томаты, авокадо. Тут я решила перевернуть его, чтобы выглядело красивее. Авокадо сразу я посыпаю солью и немного перцем. Так он получается гораздо вкуснее. Поливаю салатик заправкой, и в качестве белкового составляющего у меня в этот раз будут вареные креветки. Я уже купила их прямо такие, вареные, завакуумированные. Возможно, у вас тоже такие продаются, главное, чтобы в составе не было больше ничего лишнего. Либо же вы можете просто сварить или поджарить на гриле креветки, в общем, любым удобным для вас способом. Или вместо креветок использовать куриное филе, приготовленное в таком же количестве. Как я уже сказала, в меню есть более упрощенная альтернатива, чем можно заменить то или иное блюдо. Например, если вы не хотите готовить салат из креветок и авокадо, хотите что-то попроще, то, пожалуйста, вот альтернативный вариант. 100 грамм нежирного приготовленного мяса, например, курицы, либо же нежирной рыбы. Дополняем овощами. Это может быть и салатик, и термически обработанные овощи. Добавляем немного масла и немного сыра, чтобы компенсировать то количество жиров, которое у нас было в авокадо. И все, по калорийности у нас получается примерно такой же прием пищи, но только из более простых продуктов. Что ж, на сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, ну а также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.